пассажиры на круизном лайнере Pacific Sun в шторм и другие происшествия на этом судне. Круизный корабль MS Jubilee был построен в 1986 году компанией Kockums Varv, Мальмö, Швеция, для компании Carnival Cruise Line S Jubilee. Был первым и самым большим круизным лайнером класса люкс с 739 пассажирскими каютами и максимальной пассажировместимостью 1965 человек, включая 9 люксов с балконами, 432 каюты с видом на океан. В 2004 году судно было передано в Cruises Австралии и переименован Pacific Sun. В Австралии он начал круглогодичные круизы из Сиднея в южную часть Тихого океана и тропический север Квинсленда. С конца 2007 года он базировался в Брисбене, и тогда был крупнейшим круглогодичным лайнером, базирующимся в Квинсленде. Получив многомиллионный ремонт, он плавал во всех белых тонах, как и другие корабли Австралии, вместе с новыми удобствами. В конце июля 2008 года во время шторма пострадали 42 пассажира. Событие стало широко известным, когда 2 года спустя в интернете была размещена видеозапись. Держали это видео в секрете. Не позволяли юристам увидеть это. В 2010 году в интернете был ажиотаж, когда были выпущены видеоматериалы с камер видеонаблюдения, демонстрирующие интерьер Pacific Sun австралийской компании Cruises, который столкнулся с тяжелой погодой в июне 2008 года. Компания P&O также преуменьшила влияние шторма на круизный лайнер и пассажиров, и более 2 лет успешно держала систему видеонаблюдения в секрете. Но осенью 2010 года видео наконец вышло из-под контроля компании P&O. Когда правда вышла наружу, то на видео стало видно, как пострадали пассажиры. Круизная компания и эксперты хранили подобное видео в секрете. Отделы управления круизных линий скрывают подобные видео от глаз общественности. Это позволяет круизным линиям оспаривать рассказы пассажиров о травмах и позволяет адвокатам утверждать, что пассажиры преувеличивают. Прежде чем купить билеты на круизное плавание, предварительно проверьте компанию, насколько она доброкачественно и ответственно работает с пассажирами, узнайте по отзывам за круизный лайнер. Отлично было и узнать и капитана этого же судна. 18 декабря 2011 года компания P&O объявила, что Pacific Sun покинет свой флот в июле 2012 года. Ее прощальный круиз состоял из 8-дневного рейса. Pacific Sun совершила 332 круиза, провела в море 2707 ночей и перевезла около 586 тысяч пассажиров. Судно было продано китайской компанией круизной линии Hna Cruises. 13 сентября 2012 года корабль был переименован в Hna. Судно совершило свой первый рейс под китайской собственностью 26 января 2013 года из Саньи во Вьетнам. Во время работы с Hna Cruises судно совершало рейсы во Вьетнам и в Южную Корею. Через год после приобретения круизного судна в сентябре 2013 года было задержано в порту на южнокорейском острове Чеджу после того, как китайская судоходная компания Jiangsu Shagang International подала заявку на арест. При аресте судна Хайна туристы стали заложниками инцидента, на борту которого находились 1659 пассажиров и 650 членов экипажа. По графику должны были отправиться из порта Чеджу в Инчхон.
Однако лайнер был задержан перед самым отбытием по решению местного суда на запрос дзинсусской корпорации «Шаган» по причине юридических споров между нею и оператором судна, туристической корпорацией HNA Cruise. После предоставления безопасности суду Чеджу на сумму $2 760 000 США судно было освобождено, но не раньше, чем 1659 пассажиров были задержаны в Чеджу более чем на 40 часов. Компания HNA Tourism указала, что арест судна ограничивает свободу пассажиров, серьезно ущемляя их законные интересы. Компания осудила такую практику и оставила за собой право предъявить иски в отношении любых убытков, понесенных в результате того, что считается безответственной практикой. В ответ Дзинсу Шаган выразил сочувствие пассажирам и указал, что они будут готовы оплатить расходы на возвращение домой пассажиров, если HNA Tourism не сделает этого. Поскольку ГКС не оплатила аренду, Дзинсу Шаган подал в Лондоне арбитражный иск против ГКС, и было вынесено арбитражное решение, в соответствии с которым ГКС было предписано выплатить сумму в размере $58 375 700 США. ГКС возбудила производство по делу о несостоятельности в Гонконге. HNA Group не выполнила свои обязательства по гарантии. Поэтому Дзинсу Шаган был вынужден подать иск против активов HNA Group, в результате чего Хайна была арестована в Корее. В ноябре 2015 года HNA закрыла свои круизные лайнеры после 3 лет убытков из-за того, что в регион отправляются новые суда. После последнего круиза Хенны с HNA она была выставлена продажу за $35 миллионов. Поскольку заинтересованных покупателей не было, судно Хайна была продана на слом в Аланге, Индия. К концу августа 2017 года половина судна списана. К концу 2017 года судно было сдано в слом.